Всем привет! С вами Лиза, и в этом видео я хотела бы пригласить вас в тур по нашей квартире в Лондоне. Освещение тут, конечно, так себе, и снимаю я на телефон, поэтому простите за качество видео и звука, но думаю, что вам будет интересно это видео, так как я расскажу много всего полезного. Так, начнем. Мы живем в новом здании, то есть мы вообще первые жильцы в этом доме. И мы живем на станции метро Elephant and Castle. Это не самое лучшее место для жизни в Лондоне, но, в принципе, у нас не было выбора, поэтому мы не жалуемся. Но здание на самом деле очень классное. И сейчас я покажу вам почему. Достаточно высокий уровень security, то есть, чтобы войти в здание, у вас есть такой специальный, не знаю, транспондер или как это называется, такая штучка, которую прикладываешь и можешь войти в это здание. И эта штучка работает только для определенного этажа. То есть мы живем на определенном этаже, и на этом этаже, вот на этот этаж вы можете попасть только имея вот эту штучку закодированную именно на этот этаж. Как же быть, если к вам приходят друзья, вы скажете? Для этих случаев у нас есть вот такая штука. То есть ты на нее нажимаешь, и тут такой сенсорный экранчик, и если нужно, ты вызываешь лифт кому-то. То есть если это доставка еды, например, и все в этом роде. У нас очень странная дверь, которая не закрывается. Первую неделю мы жили здесь и думали, что мы закрывали дверь. На самом деле мы оставляли квартиру открытой, что на самом деле вызывает ужас, если об этом подумать. Это наша ванная комната. Я сейчас включу. Здесь два разных вида света. То есть вот такой свет, если ночью вы соберетесь в туалет, и большой свет. Собственно, сама ванная. У нас тут унитаз, все нормально. Такое большое зеркало. Раковина с одним краном. На самом деле квартиры в Лондоне достаточно маленькие, да и вообще во всей Великобритании. Чтобы найти квартиру однокомнатную площадью 55 квадратных метров, нам пришлось поискать достаточно долго. Наша кухня. Кухня тоже имеет вот такое вот освещение, если вы не хотите включать нормальное освещение. И здесь есть также нормальное освещение, которое регулируется вот такой вот такой вот кнопочкой. Вот. Сейчас уже 5 часов вечера, поэтому я включаю свет, потому что нормального освещения не хватает. Итак, это наша квартира. У нас также есть две кладовки. Я не сняла ту кладовку, потому что она завалена у нас там пылесосом и прочее здесь хранится. Но здесь есть еще также вторая кладовка, в которой у нас стоит стиральная машинка. А стиральная машинка с сушилкой, что очень классно и удобно, потому что на балконе у нас запрещено сушить свою одежду. Но китайцы в соседних квартирах сушат, несмотря ни на что. Тут у нас вся мебель, на самом деле, в квартире была предоставлена владельцам квартиры, поэтому нам ничего не пришлось покупать, кроме вот этих двух шкафчиков для обуви. Вот у нас тут, собственно, наш диван. Диван очень классненький и удобный. Я просто обожаю подушки, поэтому у нас их очень много. И, конечно же, балкон. Балкон огромный, но, честно говоря, в Англии это достаточно бесполезная вещь, потому что либо холодно, либо идет дождь. И, знаете, сейчас только как бы 3 сентября. Вот. У нас такие вот жалюзи. И сейчас я вам покажу bedroom, то есть это спальня. Во-первых, все однушки в Великобритании это как бы one bedroom flat, то есть здесь одна спальня, и одна living room, совмещенная с кухней, или кухня отдельно в более старых квартирах. У нас есть шкаф тут, в принципе, есть кровать, комод. Я забыла сказать, что у нас также есть rooftop garden, то есть у нас есть садик на 7-м этаже соседнего здания, в котором мы можем спокойно заходить, и мы можем сажать свои растения. Там морковку, не знаю, редиску, что угодно, но, честно говоря, мне это не очень интересует. Но что меня интересует, это виды с этого rooftop garden, потому что виден Вестминстер, даже Биг Бен немножко виден, Шард виден, все видно. Все британские квартиры сейчас, не все, конечно, но очень многие строятся по именно таким проектам, и если вы не будете снимать квартиру в новом доме, то, скорее всего, квартира будет выглядеть именно так. Возможно, если она чуть-чуть подешевле, то у вас не будет таких вот
примочек, как свет, который регулируется, да, то есть вот этим квартира будет выглядеть именно так. Очень много однокомнатных квартир, они именно от 30 до там, 45 квадратных метров, и на самом деле кажется, что это очень мало. Почему мы выбрали именно эту квартиру у метро Elephant and Castle? Это потому, что здесь также есть тренажерный зал, который еще не открылся, поэтому показать я вам не могу, но он в одном вот из этих зданий напротив. В принципе, я не жалуюсь на квартиру, она неплохая, единственное, что тут немножко душновато, жарковато всегда бывает, но что поделать? Это значит, что зимой у нас будет не так холодно в квартире, и не нужно будет помимо полного отопления приносить еще радиаторы и их включать. А если вас интересует цена, то эту квартиру мы снимаем за 1610 фунтов в месяц, она находится в зоне 1 Лондона. И это достаточно низкая цена за квартиру такой категории. Но опять же, мы платим не так уж много, потому что мы были одними из первых, кто вселился в это здание, готовы были вселиться сразу. И также потому, что район на самом деле не очень симпатичный вообще. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте в комментариях и подписывайтесь на мой канал.